Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, и сегодня мы с Максимом Шевченко продолжаем обсуждать главное событие, как мне кажется, конца этого 24 года. Это то, что произошло в Сирии и на Ближнем Востоке. Происходило до, сейчас и будет, видимо, происходить в начале 25-го. И одна из фигур ключевых, которые действуют в этом, может быть, решающем сейчас регионе мира, это все-таки, на мой взгляд, это Эрдоган. Да. Что такое Эрдоган сейчас на Ближнем Востоке и Турция, которую он ведет за собой? Ключевая фигура, потому что я даже вижу по той кампании, которая развернута с целью стравить Россию с Турцией, кампания ненависти, которую к Эрдогану, которую я наблюдаю в российских телеграм-каналах, я не знаю, кто за ними стоит, хотя бы догадки есть. Ну да. Прямо абсурдно. Эрдоган обманул, Эрдоган такой, удар в спину, ему нельзя доверять. Полная хрень, полная чушь. Я могу сказать даже, я могу ориентироваться, конечно, на слова Путина, который про Эрдогана вот на своей открытой линии, да, сказал очень хорошие слова, очень теплые, да. На слова Эрдогана, который сказал про Путина на второй день буквально событий сирийских, тоже, что два великих политика. Но мы ориентируемся на более глубокий анализ ситуации. Я могу сказать, что на момент нахождения у власти Башара Асада в Сирии весь регион, включая Турцию, Иран, Азербайджан, Армению, Грузию и Россию, которые имеют выходы прямые через эти страны к региону, да, и, Ирак, естественно, тоже, находился в состоянии величайшей угрозы. Величайшей угрозы обрушения в огромную войну, масштабы, которые превосходили бы иракскую войну и войну против запрещенного в России ИГИЛ, так называемого. Во-первых, в регионе есть устойчивое сепаратистское ядро. Я с огромной любовью и симпатией отношусь к древнему курдскому народу. Это на самом деле один из древнейших народов традиционных на земле, который возник в ходе исторического процесса. В Шахнаме, напомню, курды, Шахнаме, один из древнейших источников, указывает, что когда чудовище Зокхак, который продал душу Ахриману, дьяволу Нижнего мира, у него из плечей выросли змеи, да, вот этим змеям они кормились мозгами прекрасных юношей, да, и его обманывали Зокхака. Каждого второго юношу отправляли в горы, не скармливая его мозги этим змеям, да. Из этих юношей потом произошел этот народ, курды. Во-первых, нам говорит о том, что это народ очень древнего корня, персидского, да, потому что это Шахнаме, это вот персо-индоевропейский эпос, который уходит в глубину веков, да, и всякий миф, он говорит о корнях реального происхождения народа. Том это народ, игравший огромную роль в истории Малой Азии и Ближнего Востока, начиная с Салахаддина, отец которого Аюб родился на территории современного государства Армения, западного Азербайджана, около современного Двина, как армяне его называют, который Тувин был когда-то в древности. Оттуда курды, оттуда происходит род аюбидов, и вот его отец оттуда. И курды сыграли огромную роль в освобождении Иерусалима от крестоносцев. Причем это не педалировалось, как именно, да, все знают, Салахаддин был курдом, да. В армии его было большинство курдов и тюрок, не арабов, кстати. Я был в другой последовательности, большинство тюрок было. Ну, неважно, это не имело значения. Там Они были мусульмане. Там были мусульмане, причем разных толков, направлений, там были христиане, кстати, тоже православные, и монофизиты. Монофизиты это то, что сейчас армяне называются, тогда, значит, была армянская церковь, хотя сирийская, армянская, тогда не было такого единообразия, были разного направления монофизитской церкви, как и православные тоже, были греческие, были арабские православные, были там другие, грузинская, например, православная, всегда оригинальная была, не зависевшая от Византии церковь и так далее. Поэтому, а сегодня это националистический фактор, который может быть использован для взрыва Ближнего Востока. Есть в Ираке Бардзани, который имеет прекрасное отношение, диалог с Турцией, с Эрдоганом.
В Турции курды составляют половину практически страны на Востоке, да, и именно при Эрдогане они получили права, получили возможности развития, получили возможность называться курдами, изучать курдский язык и так далее, но их постоянно подогревают. Нет, вам нужно национальное государство, нет, нам нужно национальное государство. Я даже беседую с представителем курдской общины, вот недавно был там в Казахстане, достойными очень людьми, курдами там беседовал, там они живут ссыльные, потомки ссыльных, 20-е годы. Бывшие ссыльные, да. Да, туда. Я говорю, у всех эта идея есть. Я говорю, ребята, вы понимаете, что путь к этому лежит через море крови, через смерть миллионов людей, что нет другого пути к этому. Что прошли те времена, когда французы, англичане либо американцы могли, сидя в ООН или где-то там на какой-нибудь яхте, покачивающейся около Бейрута, на волнах таких лазоревых, сказать, здесь будут жить эти, здесь эти. Эти времена ушли. Народы поднялись, народы стали субъектами истории. И поэтому национальные государства на Ближнем Востоке – это архаика, это пережиток. Какие-то новые формы будут, я не могу сказать, какие. Но я точно знаю, что то, что конструировалось в начале 20 века, исходя из воззрений, причем французов, которые являются самыми радикальными империалистами, расистами и колониалистами Европы, потому что вся идеология расизма, если посмотреть, она придумана во Франции. Гобено француз, этот самый «Психология масс» француз, читаешь, там просто волосы дыбом встают, когда вот читаешь, допустим, «Психологию масс» этого французского социолога, философа. Там расы, черная, белая, желтая. Покупаешь эту книгу здесь просто, понимаешь? Там высшая раса, белая. Так строилась идеология. Какой-то там Гитлер школьник. Ну, должен сказать, что национальные государства тоже останутся, чтобы не случилось. А это вопрос очень дискуссионный. Что называть национальными государствами, нациями? Это слово просто. А там концепт, либо это концепт Фихте, кровь, почва, либо это концепт Аббаса Сиеса, гражданские права. Ни тот, я уверен, на Востоке не будет работать. Короче, не в этом дело. Вот Эрдоган, он уверен просто, что события в Сирии – это согласованные позиции. И чем дальше проходит время, тем больше согласованные позиции Путина, Эрдогана и Рахбара, главы Ирана. Уверен просто. Я могу доказать, что это так. Почему это так? Ирану сказали. Я думаю, что Эрдоган это сказал. Ну и думаю, что и Путин тоже. Вы должны уйти. Потому что иначе вы попадете в ловушку. Потому что и Ливан, и Газа – это ловушка для Ирана. Вы попадете в такую войну с такими союзниками. Асад может перейти на сторону, значит, Трампа запросто, потому что у него был диалог прямой с Трампом. Америки, скажем так. Нет, да. именно При Трампа. Трампе. Именно трампистской Америки, да. И вы останетесь один на один с блоком правый Израиль, Асад, который будет также говорить, я не я, моя хата не моя, но, в общем, будет делать то, что ему прикажут те, кто будут гарантировать его пребывание в Дамаске. Саудовская Аравия и Эмираты, которые уже стали залезать в Сирию в последние годы Асада. Франция, которая заявила права на Ливан, как мы знаем, они говорят, мы за мир на Ближнем Востоке, но вот мы отвечаем за Ливан. Ну да, недавно считают Ливан таким. Да, своим считают. Кроме Юга, и Хизбалла это всегда посылало их. А Харири, когда, значит, вот суннитские, а через Харири отмывались всегда саудовские деньги. И французские тоже. То есть Ширак, для Ширака это прямо горе было, смерть старшего Харири, это Рафика был Харири. его просто такой... Да, компаньон. Скажем прямо. Хотя Ширак это масштабный политик, на фоне нынешних это просто вспоминается. Ну, это тоже наследие колониальных времен, когда французы не только над всей страной, они опирались всегда на христиан. На христиан это была политическая, культурная опора, и это можно понять. Католики, ливанские католики, они воспитывались во французских школах, гимназиях, это связь теснейшая была. А там чисто был бизнес, выход туда и так далее. Короче, все было готово к взрыву. Я думаю, что было сказано просто иранцам, уходите срочно из Сирии. Вы находитесь несколько дней, буквально, вот короткое время до страшной катастрофы, которая приведет к гибели Ирана, к страшной войне, в которой Иран будет уничтожен, разгромлен. Это сказать мог Ирану только Эрдоган. Даже Москву и иранцы бы вежливо кивнули, сказали, ну, у Москвы там свои интересы, там Украина и так далее. Это Эрдоган. И какие резоны?
Потому что для Эрдогана сохранение Ирана как целостного государства – это вопрос жизни для того проекта, который он несет Турции. Эрдоган преодолевает кемализм, не отказываясь от его позитивного наследия государственного политического. Он наполняет его совершенно новым содержанием. Распад Ирана, война Ирана, гибель Ирана – это 100% образования курдского национального проекта территориально. Американские базы есть, Израиль поддерживает курдский сепаратизм, курдский национализм. Просто вот РПК просто получала всегда оттуда оружие из Израиля. И поэтому распад Ирана сразу освобождает огромные массы курдов, которые и в Иране, и в Ираке рядом, значит, с Ираном, и, в общем, и так далее. Это удар по Бардзане исходит, по Эрбилю, и по достаточно стабильной территории Ирака, которая стабилизировалась. Ну, вообще-то, распад Ирана – это и образование второго азербайджанского государства. Да, и это война, в которой 100% переходит на территорию Азербайджана. Это понимает Ильхам Южного Алиев, Кавказа, я бы так сказал. Южного Кавказа. Это понимает Москва, Путин, это понимает Эрдоган. И Эрдоган, более того, заинтересован в сохранении российских баз в Тартусе и Латакии. Объясняю кратко почему. Да, это надо объяснить, потому что большинство, Потому что на очень черном... многие наши... Да, это не слушаем, это пропагандисты, мы бестолочи. знаем. Мы знаем, где эти бестолочи получают из свои Телеграма методички. понимаешь? общают, что ударил в спину, Да, что в теперь, спину. что нам делать с базами. Объясняю. Просто главный противник Эрдогана на Средиземном море, Ак-Денис, как называют турки, как, наверное, азербайджанцы тоже Ак-Денис называется. Белое да? море, да. Белое море, да. Есть Кара-Денис, Черное море и Ак-Денис. Это не Россия совершенно. Это не гипотетический Иран, который там не является никаким противником для Турции, который обладает там могучим военно-морским флотом, контролирует побережье, острова. А это блок, который сколачивает либеральная масонская Франция, между прочим, самое сильное государство континентальной Пытается Европы, сколотить. Я не думаю, что ему очень удастся. успешно сколачивает Не при думаю. поддержке американцев. И, к сожалению, части британского истеблишмента, части, подчеркну, это важный момент, в составе Франция, Греция, которая вооружается. Против кого вооружается Греция? Кто угрожает Греции? Греция обладает крупнейшей танковой группировкой в Европе. Все говорят «Россия, Россия». У Греции танков на европейском континенте больше, чем у Что России. такое 1500? 80 тысяч. Ну не 80 тысяч. Разных моделей, ты просто не в Не курсе, будем ничего 80 не... тысяч. Это 80... слишком большая, 80 тысяч. Ты просто, Эльмар, ты не понимаешь, 80 тысяч, вот такие цифры идут. Зачем Греции F-22, F-35 Самолеты. самолеты? Зачем Греции, маленькой Греции, которая там курорт, мы все любим, обожаем Грецию. Просто зачем она? Это потому что Греция, вот это вот от Салоник до Эдирне, до Андрианополя, просто равнина. Вот та прямая равнина, по которой эти танки должны в вал покатиться, понимаешь? Они уже один раз пытались в 2019 году, известно, чем кончилось. А это Когда они друго- пытались покатиться. Это другое в Турцию. было. Это было другое. Просто тогда... Тоже, кстати, при поддержке Англии и Франции. Нет. Кемаль договорился с англичанами, которые контролировали Стамбул и Абдулгамида. А греки опирались на Францию, хотя греческий министр, Венеселос, по-моему, говорил им, не надо это Но, делать. кстати, не забудем, что тогда Ататюрк договорился и с Россией, пускай и советской. Да это все это нам навязывают, это вторично было. Главное, с кем договорился Кемаль, это была Британия. Кемаль был британским проектом. Вот кемалистская Турция, это был не немецкий, не советский проект, это был британский проект. Ты уверен? И как 100%. И как только он Вообще всегда считалось, что Кемаль ненавидел Британию. смертельно. глубочайшее, это те такую мысль навязывают. И во время войны он не воевал потому, что он всем был обязан Британии, а Германия для него это было ничто. Какой-то выскочка, какой-то ефрейтор, непонятно кто, понимаешь? Да, в Первую мировую войну... Второй мировой. Мы сейчас Во говорим о вторую, Второй да, в Первую мировую войну были союзниками, а во вторую это непонятно кто был. А Британия, всем был обязан Британия. Британия покровительствует этому всему. Поэтому, пожалуйста, вот эта вот мысль о Не, том, вернемся, сколачивает блок. сколачивают блок. Да. Франция, Греция, Кипр греческий. И там и начнется, может начаться война между Турцией и этим блоком. Дальше определенная часть Израиля, которая тоже сюда идет к этому, значит, к этому блоку. И неопределившийся Египет, который является достаточно мощной страной, недооценивают Сиси
его армию, которая перевооружается активно Вообще и Египет смертельно. недооценивать не надо. И Это Сиси, и страна, Египет- которая претендует на лидерство во всем Да, арабском мире. нет, одна раньше претендовала при Насаре. Сейчас это просто, она не претендует ни на что такое, потому что у них нет такого проекта. У Насара был проект арабского единства. У Сиси ничего такого нет, ему бы усидеть. Но напомню, что Сиси убил просто друзей Эрдогана, который демократическим образом прийти к Братья власти. мусульмане, да. Ну, Мухаммед Мурси и так далее. Да. И поэтому точно он вряд ли пойдет с ним в коалицию. Итак, Эрдоган на Средиземном море имеет Францию, Грецию, Кипр греческий, Израиль, который выжидает, кому примкнуть, Египет, который обладает достаточно могучей армией, Хафтара, который в Ливии опирается на Египет. И все. На Средиземном больше никого нет в окрестностях Ну, Эрдогана. я бы так не сказал. Там назови, курсирует американский флот, который, например. как старший товарищ, будет поддерживать, безусловно, Францию. Я что хотел сказать тебе, как Почему это происходит? Это коалиция. журналист-международник старой школы, Почему это что коалиция внутри происходит? НАТО войн быть не может. Да, но есть два НАТО. Когда мои коллеги иногда мне звонят, говорят, вот, Максим, а Армения хочет вступить в НАТО. Говорю, в какой НАТО? А Армения граничит с крупнейшей сухопутной европейской страной НАТО, обладающей второй армией по численности. Ну да. Турция член НАТО. Армения, часть Армении, разумная, Пашинян, не хочет ни в какой НАТО вступать. Он хочет договориться с Азербайджаном, с Турцией и жить, чтобы Армения, реальная Армения, государство Армения, не исчезло в этом огне этой войны, которую готовит региону. А безумная армянская диаспора, которая разыгрывает государство Армении, единственное, созданное достаточно случайно волей исторических событий на земле армянское государство, не реально древняя Армения, которая была там, в Ани, там, где Эдесса была, где жили древние армяне, которые описывают там Ксенофонт, древние источники и так далее, южнее. А вот здесь они готовы разыграть эту Армению. И они хотят, ее толкают в объятия НАТО французского. А Франция, ты не дал мне договорить. Я все-таки поражаюсь. Да? А Франция, это страна, говорит, Франция, ну какие Люди смешные... находятся всегда под гипнозом. Слово армяне всегда со словом древнее используют. Не, ну был народ, почему описывают, был вот народ армяне, там, Ксенофонт, вот описывает в Анабасе, мы пришли в Армению. Было понятно, где жил этот народ, который Они дал... пришли в Армению, но не к армянам. Да я не об этом. Армения – это географическая точка. Нет, это не совсем так. Там был Ну, не народ, будем, который да, дал, да. вот как были латиняне, который дал в основании Рима и дал всей латинской церкви понятие латинине. Мы называем латининями, еще недавно называли поляков, немцев, французов, всех, у кого литургия была латинская. Также был народ армяне на границе с Византией, который не подчинился Византии, который дал армянскую литургию огромной церковной традиции монофизитской, которая не подчинилась Халкидонскому собору. И так же, как стали вот латинями по имени маленького племени латинин, стали называть огромную совокупность церковной общности католической, также огромную совокупность церковной общности стали называть армянской по литургическому языку. Грузия тому пример. А в связи с этим, Максим... Ну подожди, мы отвлекаемся, ты меня перебиваешь. Нет, с ну этим мы поехали сравнением. куда-то обсуждать Это древних важный армян. момент, потому что есть Армения, Эрдогана которая... начали. А Армению диаспора торкает в объятия Франции. Это внешние силы разыгрывают государство Армения. Давно это делают. Это НАТО. А Франция – это самая серьезная европейская страна НАТО, потому что она, в отличие от Турции, обладает ядерным оружием собственным. Она обладает диадой. У Франции морского базирования подводные лодки и платформы морского Так же, как запуска. Великобритания. И у них есть бомбардировщики, самолеты воздушные. Шахты они убрали, они были в районе Центрального плато. Севен, да, Севен, центральное плато. Там были шахты, они их убрали. Поэтому Франция, несмотря на то, что такая милая, Бель Франс, это серьезная сила, в которой есть могучая управленческая, масонская, либеральная структура, ты прекрасно знаешь изнутри, которая достаточно, кому-то кажется смешной французская армия, это совсем не смешная Кому вещь. кажется смешно? Она нанизывается Когда так не на ядерные силы, и в Европе, кроме Франции, собственной ядерной, собственной красной кнопкой никто не обладает. Великобритания. Она в континентальной Европе. Великобритания – это не Европа, Ну как? это Британия. Ну как? Континентальный Ну не ЕС, но она все-таки Европа. Нет. Да. Ну услышьте, поменяйте свое представление. Британия – это не Европа.
Европа – это континент Европы, Британия – это британские острова. Это другое. Это мы так называем, и это нам мешает понимать суть вопроса. На континентальной Европе, вот Европейский Союз, это французская красная кнопка. Все сводится к этому. Даже Путин диалог с Западом свел к орешнику. Это правильно. Весь сейчас все сводится к тому, у кого красная кнопка запуска ракет, у каждого есть свой орешник. У Франции, у Англии, у США, у России и у Китая. Вот 5 стран обладают орешниками, так или иначе. Вот у Франции есть орешник. И у Британии, ее не Европа интересует, а моря. Британия контролирует моря мировые. У них есть красная кнопка. Короче, Франция сколачивает свое НАТО. И Турция огромная помеха. Если победил Кылычдар Оглу, проблем бы не было. Турция стала бы профранцузской и исчезло бы это дело. А Эрдоган хочет собственный проект. Он хочет договориться с Россией. И ему нужны российские базы, потому что Тартус и Латакия становятся единственными иностранными военными базами, кроме американских, натовских, которые на самом деле непонятно какую займут позицию. И не связаны с Турцией никакими политическими соглашениями, кроме статута НАТО. Понимаешь? Это уже очень немало, кстати. Это так, что американцы решают, когда начинать войну. Лучше не проверять. Как американцы решают войну, когда на Инжерлике, где они хранят ядерное оружие, его применять. Около они 50 туркам, боеголовок. да, скажут туркам: вы знаете, мы решили ударить по Ирану. И турки скажут: не делайте этого. Ну, мы учтем ваше мнение, Да. но извините, не будем. Поэтому, вот Россия, Тартус. То есть союз с Россией – это союз с другой красной кнопкой, ядерной, которые базы на Средиземном море имеют, куда перебазировался российский флот, потому что на Черном море российскому флоту опасно оставаться. Ну, да, Он все простреливается этими беспилотниками, на самом деле британскими, а по сути, которые выдают за украинские. Поэтому Латакия Тартус, да, Латакия Тартус, и Эрдоган объяснил, думаю, иранцам: вы должны выйти сейчас из Сирии, чтобы не спровоцировать гибель, крушение всего региона, обрушение всей этой системы. И свое собственное обрушение. И свое собственное. И союз, я считаю, сейчас Анкары, Тегерана и Москвы, к которому, естественно, примыкает семимильными шагами развивающийся Азербайджан, который находится в теснейшем связи с Турцией и Россией, и хочет избежать конфронтации с Ираном, с которой его сталкивают. И президент Алиев хочет избежать конфронтации с Арменией, вот со второй Арменией, не с Арменией Пашиняна, которой на самом деле нет конфронтации с государством Армении, а с виртуальной Арменией, которая якобы есть, и которая армянское лобби постоянно кладет на стол. Да, потому что слабое место это армяно-азербайджанский кластер. В Армении есть тоже две силы. Есть Армения, которая контролирует, даже три, которые контролирует Франция. Это очень серьезная Армения, потому что Франция и США. Туда инвестировали огромные ресурсы в НКО. В Ереване находится крупнейшее посольство американское, крупнейшая резидентура ЦРУ США в регионе находится именно в Ереване. И это очень серьезно, то есть это тысячи агентов, тысячи агентуры, которые работают. В основном считается, что это из-за близости Ирана. Они работают в Иране. Нет, это регион, это тактический взгляд на проблему. А я говорю про стратегический. Это регион, важнейший регион. Но есть армяне, которые работают с Ираном теснейшим образом. В Иране есть, я видел армян в Исфахане, которые очень хорошо живут, активно живут и пользуются огромным уважением, поддержкой Ирана. То есть иранский проект. Есть армяне, которых хочет создать Турция и Азербайджан, свое лобби, тем, что мирный договор, возвращение армян в Карабах, естественно, где многие родились, это родина многих армян. И президент Алиев, это же не я выдумал, это он говорит: пожалуйста, мы никого не выгоняли. И возвращение азербайджанцев. Не торопись. Возвращение азербайджанцев и армян это и есть мирный договор. Есть мирный договор, который подписывается на бумажках, а есть мирный договор, который подписывается в сердцах и умах людей. Справедливость взаимная – это мирный договор между народами.
понимаешь, который будет на виртуальном уровне, который не надо закреплять даже. Скажут, Бумажек здесь не обойдешься. сказал же, когда вот в Шуше я задавал вопрос президенту Азербайджана, я, говорит, верю, придет время, когда мы на машине будем ездить в Ереван, а они будут ездить к нам. Да? Это и есть мирный договор. А как это возможно? Те скажут, езжайте. Но если люди не будут верить друг другу, кто поедет, правда? Никто не поедет. Это значит доверие. А как доверие? Вот доверие, вы идите к своим могилам, наших пустите к своим могилам. Хотите, приезжайте, хотите, пустите наших. Многие же не поедут. Зачем это? Но само по себе такая открытость, это уже многое. И для Турции это тоже, это очень важно. Для Турции, для России это сбросить этот армянский кластер, где разыгрывают через армянские диаспоры западные. Франция разыгрывает, и Америка, которая стоит за спиной Франции, часть американского истеблишмента, взрыв Кавказа. Вот убрать это мирный договор, это как бы снятие с повестки этого крайне опасного региона. Грузия. В Грузии вроде как Франция терпит поражение, Саломе Зурабишвили, француженка, уходит. Но это еще, во-первых, бабушка надвое сказала, да? А во-вторых, этим не ограничивается. Потому что не ограничено, а потом с Францией многие связаны в Грузии, в том числе в истеблишменте. Косвенно или прямо. Ну, конечно, уход Саломе, французской гражданки, это очень серьезное поражение вот этого блока. Они пытались обойти Турцию с севера, через Грузию. Потому что там была бы, и там есть слабое место, это Аджария, где, безусловно, воспользовались бы историческими разными непростыми отношениями аджарцев с турками, с Турцией, сложными ситуациями, и там могло бы тоже вспыхнуть это все. Ну, не так, как, конечно, вот в армянском кластере, потому что грузины, они внутрь, они меньше, но как бы они не так распространены, как армянская вот эта диаспора. Нет такого мифа глобального. И переходим теперь, про курдов мы обсудили, это крайне опасная тема. Я курдам сказал, братья, говорю, ребята, пожалуйста, эту тему вас обманывают, вас разыгрывают. Через моря крови, через миллионы жертв только можно это сделать. Это иначе сделать нельзя. Что хотят Эрдоган, Путин, который все, комплименты. Эрдоган хочет, чтобы Россия оставалась в Сирии. Это надо Эрдогану. Это укрепит его позиции, это выгодно России, потому что Россия таким образом получает стабильные базы в союзе с Турцией на Средиземном море. Второй этап – это будет освобождение Турции от натовской зависимости. Сейчас Турция это сделать не может просто. Не может. Но И из НАТО никогда не выйдет. выйдет. Но завтра, если Турция сумеет сформировать такой региональный блок, который, в частности, поменять позицию Ирана, а сирийские события, судя по тому, что Путин рассказал, 30 тысяч отступили, 300 боевиков взяли Алеппо. Это значит, Иран принял решение политическое Не оставить, защищать и не воевать. не защищать. Как я сразу сказал, что это не могло быть без решения Тегерана. И президент России приоткрыл нам чуть-чуть завесу. Это кто мог Иран в этом убедить? Только Эрдоган. Он мог дать гарантии, он мог сказать, да, ребята, будет там непросто, будут эксцессы, потому что народ как бы ненависти много накопилось. Посольство, иранцы сразу сказали, мы знаем, это хулиганы, мы знаем, что это не новая власть. Я думаю, это провокация. Была разгром иранского посольства, агентура. Значит, Израиль занял часть Голанов, это прогнозировалось. И судя по реакции Путина тоже на пресс-конференции, как он это сказал, это все было ожидаемо. Как я сказал, это цуксванг, это ход Израиля, который Израиль вынудили сделать. Они это не хотели сделать, потому что это нарушение международных соглашений, и Израиль является агрессором по отношению к Сирии, давая противоположной стороне козыри. Как они будут разыграны, это другая тема. Но Сирия, Эрдоган хочет, чтобы в ней доминировала, естественно, на этом этапе Турция как главный менеджер. Россия оставалась как партнер, но не младший партнер. Хочет, чтобы поменялась роль России, поэтому на первый план выходит Рамзан Кадыров, который ясно сказал, Это что неожиданные ходы. Это очень неожиданные ходы. Когда это случилось, я сразу сказал, что два города, которые теперь могут быть менеджерами российской политики после ухода армии, это Грозный и Казань. Вот я дал интервью «Бизнес онлайн», было за несколько дней до этого. Я сразу сказал, потому что больше некому. И как я и сказал, смотрите, Казань Путин похвалил, специально выделил Казань
как самый, и Грозный. Это, говорит, российское чудо. Казань и Грозный. Вот, все, вся ближневосточная политика, причем у них разные вещи. Миниханов. И Миниханов в Баку сейчас тоже не случайно. Татарстан – это тюркское направление во многом, и финансовое в том числе. Рамзан Ахмадович Кадыров – это отношения с Саудовской Аравией, с Эмиратами, там, с исламским миром, и вот с новыми сирийскими властями тоже, потому что там же чеченцы патрулировали, когда туда зашла российская армия, и все говорили, что у них были очень хорошие отношения, в том числе они же постоянно совместное патрулирование было с боевиками, которые тогда были боевиками, новыми властями. Потом их оттуда армия вытеснила, которая зашла и все под себя подмяла. Поэтому я как раз считаю, что союз Турции, России и Ирана, где Иран сейчас слабейшее звено и во многом зависит от позиции Анкары и Москвы, сдерживая внутри себя, но перспективы, это будущее для всего региона, для Кавказа, для развивающегося Южного Кавказа. шагами Азербайджана, для Северного тоже, поверь. Сейчас Для Грузии, для Армении, для Сирии, для Ирака. У России великолепные отношения с Барзани, с Эрбилем. ко всему, что между Ираном и Турцией. Да, священные места Ирака находятся в иранском ведении, Неджев и Кербела, шиитские священные места. Поэтому вот этот блок, который с таким визгом воспринимают ряд аналитиков израильских и, к сожалению, армянских, не И про Армению, не про евреев, я, российских. естественно, говорю, но это примерно одно и то же, на мой взгляд, потому что от имени России в основном эти и говорят две силы. Это, я считаю, изменение коренное региона. Вот этот вот блок, который складывается, новая карта, тройственный союз, Россия, Турция, Иран, страны региона Кавказа, Южного Кавказа, Сирия и Ирак, залив, куда выходит этот союз, это глобальный антиимпериалистический вызов, который, наверное, мы с тобой будем осмысливать в 2025 году. На этой мажорной ноте я предлагаю сегодня... Драматической мажорной ноте, потому что это очень драматический сюжет. Ну, мы не первый раз обсуждаем эту ситуацию, возникшую после всего произошедшего в Сирии. Будем обсуждать дальше, это совершенно очевидно. Просто появляются новые факты, новые осмысления. Было очень интересно. Смотрите нашу передачу «Точка кипения» на канале «Вестник Кавказа». Я Альмар Гусейнов, ведущий, Максим Шевченко. Максиму спасибо огромное и до новых встреч. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. До свидания, дорогие друзья.